Всем привет, и в этом ролике мы посмотрим с вами на новый Descartes LiveCam. Это софт в режиме реального времени, который позволяет делать просто такие вещи, о которых вы даже и представить раньше не могли. Это уже совсем другой уровень в сравнении с тем, что можно было увидеть раньше. Работает это теперь на ноутбуках, даже там, где совсем простая видеокарта. Софт может делать вот так, можно делать еще и вот так. Есть дополнительные крутые функции, в общем, много интересного. Все это также уже доступно на GitHub, а мы поехали смотреть обзор. И вот мы на GitHub, Descartes LiveCam, ссылочку я оставлю в описании. Обязательно зайдите и поставьте звездочку этому проекту. В общем, что он из себя представляет? Ну, многие раньше видели уже, возможно, знакомый по названию Deep LiveCam, где в режиме реального времени по веб-камере вы могли менять лица. Но Descartes LiveCam позволяет вам менять полностью скин. Вот как вы видите, допустим, к примеру, Илон Маск в кепке и может трогать себя за волосы, по голове, по лицу, то есть это уже совсем другой уровень того, что вы можете делать по веб-камере в режиме реального времени. А что вообще из себя представляет этот софт? Технически он построен на базе модели Lucy 2.1, это новая модель, пока что вы, возможно, где-то видели, в том числе мои ролики про Lucy 2.0, но конкретно Descartes LiveCam, вот этот софт работает уже на модели Lucy 2.1. Все это теперь может работать в том числе на ноутбуке. Даже если у вас какая-то слабая видеокарточка, вы сможете это установить и пользоваться, так как полностью локально запустить данный софт возможно только при наличии NVIDIA H100 и H200. Поэтому работает это по API. А что у нас по функциям? По функциям у нас здесь все очень интересно. В общем, как видите, реалистик, так скажем, свет здесь есть в режиме реального времени. Вот комната, в которой вы сидите, модель считывает свет и накладывает на вашу модель сверху так, чтобы картинка выглядела более естественно. Вот на Zendaya это очень хорошо видно, как это происходит. Далее вот здесь у нас Эндрю Тейт, тоже многие его знают. Здесь показано то, что отражения в очках учитываются, и вот видите, у него в очках видны отражения. Далее мы можем видеть то, что раньше, к примеру, там многих интересовало, что можно ли вот коснуться лица или волосы. Здесь вот, как видите, да, можно в режиме реального времени касаться своего лица, волосы, и все это там никуда не слетает, никуда не девается, все это обрабатывается в режиме реального времени. Также мимика, вот здесь вот Синий-Свини вам улыбается. И вы можете еще и других персонажей использовать, например, вот из аниме различные персонажи, и тоже в режиме реального времени все это обрабатываться будет, и вы будете в этот момент этим персонажем. Также помимо лайв-функций, есть и функции записи видео просто в один клик, если вам нужно записать видео, чтобы где-то что-то смонтировать, что-то из него создать, вы можете просто нажать кнопку «Запись видео», сохранить, когда вам это нужно, и появится вот такой файлик с тем, что вы, собственно, записали. Это очень удобно. Тем, кто хочет, может самостоятельно пройти процесс ручной установки. Но если вы не хотите этим заниматься, вы можете купить вот по этой кнопке сразу готовую версию, которую я сейчас буду демонстрировать в обзоре, и просто пользоваться ей. Это удобно, это не требует никаких там технических навыков. Вы просто нажмете, и софт автоматически установится на ваш компьютер. Далее также вот хочу обратить ваше внимание на поддержку этого проекта, связанную с чем? Я уже ранее описывал в своих роликах, что модель Lucy 2.0 от Descartes, они не могут работать локально на компьютерах, на видеокартах RTX. Даже если у вас RTX 590, этого очень мало, чтобы запустить эту модель. Она очень требует много вычислительной мощности, поэтому работает это только по API. Чтобы повысить качество и скорость работы, поддержите проект в создании собственного кластера, тогда это будет просто космический уровень. В общем, как минимум, просто хотя бы поставьте звездочку на GitHub. Ну что, поехали, запустим софт. Запускается он просто. Нажимаем, здесь вот открывается окошко, достаточно все быстро, и здесь уже все интуитивно понятно. Здесь мы видим выбор модели, модель Lucy 2, либо модель Lucy 2.1. Также здесь просто выбираем скин, предмет, лицо,
персонаж, все, что вам хочется увидеть в режиме реального времени по веб-камере. И далее там выбираем камеру, нажимаем старт и поехали. Сейчас я вам это продемонстрирую. Также здесь есть удобная такая кнопочка гайд. Вы нажимаете на это, у вас открывается такой вот гайд. Здесь все показано, как этим пользоваться, как вот выбрать там модель, нажать старт, перед вами откроется окошко, как это добавить в OBS, если вам нужно, на стрим, либо вы хотите записать какой-то кружок в Telegram другу, либо в WhatsApp. Все это здесь есть. Чтобы оценить качество, я подснял специально для вас все это крупным планом. Сейчас вы посмотрите. Поехали, вот начнем с Андеи. Ну, здесь машет она вам рукой. Здесь вы можете оценить то, как выглядят волосы, то, как выглядит ее лицо, как кладется свет в комнате. Здесь вот у нас Эндрю Тейт. Вы видите вот отражение в очках. Видите, что он может погладить по голове, к примеру, как это выглядит. Вот здесь тоже все это отчетливо видно. Это у нас персонаж из Киберпанка. И здесь вот как раз демонстрация функции по записи видео. Вот просто нажимаете кнопочку. Когда вам нужно остановить, чтобы был файл, нажимаете Save просто, и все. У вас вот такой файлик выскакивает. Там 9 секунд, к примеру, вы сняли, там, или минуту, или 5 минут. И вот у вас есть уже готовый файл, который вы можете где-то монтировать. Далее, что у нас тут? Вот Илон Маск тоже, вот как видите, поправляет прическу, там улыбается. То есть качество здесь, конечно, очень хорошее. Зависит оно, нужно понимать, что, конечно же, от веб-камеры вашей. Здесь у нас аниме-персонаж, тоже вот двигается, все это учитывается, как он выглядит там и так далее. Здесь еще один аниме-персонаж, тоже можете посмотреть, как это очень хорошо и качественно обрабатывается в режиме реального времени. Здесь у нас опять Илон Маск, уже просто вот другой скин. Тоже очень хорошо это выглядит. Это, конечно, уже совсем другой уровень, если сравнивать это с другими там типами софтов, которые мы могли там наблюдать раньше. Я имею в виду там тот же даже там Face Fusion или там Deep Life Cam. Да, конечно, там крутые лица, но, к примеру, вот там в Deep Life Cam нельзя потрогать, вот, допустим, себя вот так вот по лицу, там маска может слететь, либо только по краям можно это делать. Здесь вот полностью, как вы видите, то есть и все учитывается, просчитывается даже вот движение волос, когда вы это делаете. И мимика лица тоже здесь выглядит достаточно хорошо, вот если видите, вот она улыбается, к примеру, выглядит это тоже очень и очень естественно. Ну, а это персонаж из Киберпанка еще один, тоже здесь так неплохо он выглядит. Ну вот еще многих интересовало там движение губ и мимика во время разговора. Вот я сейчас специально включил Эндрю Тейта и разговариваю, там машу вам рукой. Ну вот в целом это вот выглядит вот так. Сами смотрите, сами решайте, вот кого волнуют вот такие вот моменты, насколько там соответствует то, как у него там открывается рот и тем, что вы говорите. Ну вот такой вот вам Эндрю Тейт передает привет. Ну и под конец хочу добавить то, что все, кто проходил мой курс по Lucy 2.0 от Descartes.ai, вы можете проверить свои диски. Софт, о котором я сейчас говорил, уже доступен вам. Можете просто зайти его и скачать. Готовое решение в один клик. Также всех, кто не знаком с этим, я приглашаю к себе на авторский курс. Вы получите не только технические навыки ведения подобных стримов, но и также получите этот софт, о котором мы сейчас с вами говорили, и много еще всего интересного и полезного. На этом все. До новых встреч. Пока.